Ограбление ювелира. Часть первая. Это ограбление мы задумали давно. Был у нас в городе один ювелир. Принимал золото в ломбарде. По слухам, однажды к нему пришла одна молодая женщина и заложила перстень. Он ей вроде бы достался от бабушки, которую местные жители считали колдуньей. Ювелир перстень взял, а женщину в тот же день сбила машина. А через несколько дней ломбард закрылся, а его хозяин перебрался жить на дачу на окраине города. Что его заставило это сделать, никто не знает. Скоро у ломбарда появился новый владелец. Жил ювелир на даче замкнуто, ни с кем не общался. И была одна странность в его поведении. Он никогда не закрывал окна шторами. И любой проходящий возле его дома мог видеть в окно, что находится в комнате. А посмотреть было на что. На столе возле стены стоял металлический сейф. Ювелир как бы выставлял его на всеобщее обозрение. Как бы говорил, что в сейфе лежат деньги. Много денег. Есть желающие его открыть, но желающих не находилось. О ювелире ходила дурная слава. Он раньше был крутым мужиком, а после того случая с молодой женщиной его словно подменили. Какая-то нехорошая аура от него и его дома исходила, что-то страшное и колдовское. Ему даже прозвище дали – колдун. Но мы с Егором не верили в сверхъестественное. Егор и предложил ограбить колдуна. Если бы речь шла о перевозке сейфа в другое место, я бы сразу отказался. Слишком большой риск. Да и сейф явно тяжелый. Но Егор умел открывать их. Его папаша, профессиональный медвежатник, практиковал сына на вскрытиях сейфов, в перерывах между отсидками. Я сам видел, как быстро Егор управляется с ними. Это сыграло решающую роль, и я согласился. План был простой. Мы уже неделю вели наблюдение за домом ювелира. Он каждый вечер куда-то исчезает и возвращается поздно ночью. Нужно дождаться, когда ювелир уедет из дома на своей машине. Как только он уедет, Егор тихо проникнет в дом, вскроет сейф и заберет все его содержимое. Я же в это время буду стоять на стреме. Дачная улица длинная, с какой бы стороны ювелир не возвращался, я сразу увижу свет фар от машины и успею предупредить Егора. Мы оставили нашу машину на въезде к дачам и, стараясь не привлекать внимания, быстро добрались до дома ювелира. Через дорогу от него была заброшенная дача без забора, откуда мы вели свои наблюдения. Сегодня был решающий день. На улице стемнело, и мы хорошо видели в окно освещенной комнаты, что делает колдун. Он сидел в кресле и читал книгу. Рядом на столе стоял сейф. Спустя несколько минут ювелир посмотрел на часы, поднялся, выключил свет и вышел на улицу. Дверь он запирать не стал, а сразу пошел к гаражу. Скоро он выехал из него на своей Ауди, остановился, вышел и закрыл гараж. Окинув дом быстрым взглядом, колдун сел в машину и уехал. Мы просидели 5 минут в полной тишине. «Странно, что он дом не запер», – произнес я и посмотрел на Егора. «Да забыл просто. Но я пошел, смотри в оба». Егор достал из сумки черные перчатки и надел их на руки. «Это чтобы не наследить». «Подожди. Вот, возьми на всякий случай. Люди ювелира боятся. Наверное, есть за что. Если поймает, то и убить может». Я протянул ему газовый пистолет. «Окей, пожелай мне удачи». Егор взял пистолет, засунул его за пояс и тихо вышел на улицу. Ограбление ювелира. Часть вторая. Я видел, как он подошел к дому и вошел в него. Дальнейшие события меня поразили. Егор включил свет в комнате и подошел к сейфу. Что он делает? Зачем свет включил? Его же видно. Я не понимал, что происходит. И вдруг я увидел колдуна. Он попал в полосу света через несколько домов от меня. Ювелир быстро шел к своему дому.
Это была ловушка, и мы попались в нее. Сейчас колдун войдет в дом и увидит Егора. Сейф, наверное, уже открыт, и мой друг не может оторвать взгляд от кучи денег. Колдун подкрадется сзади. Он его убьет. Надо что-то срочно делать. Я выскочил на улицу, схватил обломок кирпича и с силой запустил в окно дома. Я ожидал услышать звон разбитого стекла, но услышал глухой стук. Но его хватило, чтобы привлечь внимание Егора. Он обернулся и посмотрел в окно. Я замахал руками, предупреждая об опасности. И в этот момент меня что-то сильно ударило в грудь. Упав на землю, я успел заметить, что ювелир уже заходит в дом. Боль давила мне на грудь, но я думал только об одном. Нужно спасать Егора. Я поднялся и медленно пошел ко входу. Рубашка на мне стала влажной. Я провел рукой и увидел красные разводы. Это была кровь. Она хлестала из открытой раны, но я продвигался вперед шаг за шагом. Когда вход был совсем рядом, раздался выстрел. Все, Егор убит. Я замер и услышал шум падающего тела. Теперь терять нечего. Я вошел в комнату. Егор стоял у раскрытого сейфа. В его руке был пистолет. На столе аккуратно лежали пачки денег. Их было много, очень много. Недалеко от Егора лежал ювелир. Он был мертв. Егор попал ему точно в сердце. Я посмотрел на Егора. «Ты оказался прав», — сказал он. «Ювелир оказался хитрым стервецом. Если бы ты не предупредил меня, то я бы уже не разговаривал с тобой. Он хотел грохнуть меня. Я еле дошел до кресла и упал в него. На полу остались следы крови». Егор плюнул на колдуна. «Смотри, какой перстенек я у него забрал. Наверное, той бабы, что в аварию попала». Егор показал указательный палец, на котором я видел огромный золотой перстень с каким-то камнем. «Давай отсюда сматываться скорей», – я с трудом говорил. Люди могли слышать звук выстрела. «Забирай деньги» и пошли к машине. Он посмотрел на пачки денег. Я не хотел его убивать. Он сам виноват. «Егор, пойдем скорее к машине, нам нужно удирать». Я с трудом соображал, но внезапно до меня дошел смысл слов, сказанных Егором. «Ты его убил из газового пистолета? А с чего ты взял, что он был газовый?» Егор взял в руку пачку денег. «Это ты полиции будешь рассказывать. Кстати, на нем твои отпечатки пальцев». Он посмотрел на меня. Это был другой человек, совсем не тот, с которым я разговаривал час назад. Что-то в нем было страшное и колдовское. «Какой полиции?» – растерянно спросил я. «А ты что думаешь, что сможешь дойти до машины? Ты ведь кровью истекаешь. Так перевяжи меня скорей». «А зачем? С такими деньжищами мне никто не нужен. Я теперь смогу жить так, как захочу. А ты сам выкручивайся, как сможешь». Егор набил сумку пачками денег, оглянулся и ушел. А я сидел и смотрел на лежащего на полу ювелира. Возле моих ног образовалась лужа крови. Если даже никто не слышал выстрела, то утром кто-нибудь пройдет возле дома, увидит горящий свет и посмотрит в окно. И увидит меня и колдуна. Если меня не станет к этому времени, то это уже не будет иметь значения. А если меня спасут, то я не смогу доказать, что я не убивал ювелира. Все улики против меня. Мне оставалось только надеяться на первый вариант. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.